Мужчина увидел, как маленький медвежонок тонет в бурной ледяной реке. Течение уносило его все дальше, а на берегу стояла огромная медведица. Любая ошибка могла стоить человеку жизни. Но он все-таки рискнул и бросился в воду, чтобы спасти малыша. И то, что сделала медведица после этого, ужасает. Эта история произошла в Сибири, неподалеку от быстрой горной реки, берущей начало в верховьях Енисея. Рыбалка для многих людей – настоящее удовольствие и даже предмет гордости, а в сибирских краях она и вовсе считается особым делом. Ранним летним утром житель небольшой таежной деревни Алексей взял спиннинг и отправился к реке. Погода стояла замечательная, солнце только поднялось над лесом, воздух был прохладным и свежим. Вода в реке была прозрачной и холодной. Уже через некоторое время в ведерке рыбака плескались несколько форелей и пара хариусов. Алексей спокойно менял наживку, маленькую мушку, когда вдруг на противоположном берегу появилась медведица с медвежонком. Они медленно шли вдоль реки, переваливаясь с лапы на лапу. Медведица поднялась чуть выше по течению и начала ловить рыбу прямо в бурных порогах. Мощными ударами лап она выбрасывала на берег крупную рыбу, а потом вместе с детенышем спокойно ее поедала. Медвежонок был совсем маленький, на вид ему было чуть больше месяца. Он весело бегал по камням у самой воды, но вдруг малыш подскользнулся на мокром камне. Маленькое тело мгновенно сорвалось вниз и упало в ледяную реку. Течение в этом месте было очень сильным. Поток воды закружил медвежонка и понес прямо по бурному руслу. Малыш беспомощно барахтался и жалобно ревел. Река несла его прямо туда, где стоял Алексей. Увидев это, мужчина почти не раздумывал. Он отбросил удочку и быстро шагнул в воду. Течение было сильным, но он сумел удержаться на ногах. Когда медвежонка прибило ближе к берегу, Алексей наклонился и схватил его за шкирку. Малыш сразу притих. Медведица все это время стояла на берегу и внимательно наблюдала за происходящим. Алексей понимал, что находится в большой опасности. Но он все же осторожно подошел ближе к берегу и опустил медвежонка на землю. Тот мгновенно бросился к матери и спрятался рядом с ней. Несколько секунд медведица и человек смотрели друг на друга. Потом зверь тихо развернулся и ушел в сторону леса вместе со своим детенышем. Алексей медленно вернулся в воду и продолжил рыбалку. Однако ближе к обеду клев почти прекратился. Рыбак посмотрел на свой небольшой улов и немного расстроился. Рыбы было совсем немного. И вдруг он поднял голову. На противоположном берегу снова стояли медведица и медвежонок. Но на этот раз рядом с ними лежала целая куча рыбы. Крупные лососи, форель и даже несколько тайменей. Медведица спокойно смотрела на человека, словно ожидая его реакции. Через несколько секунд звери развернулись и неторопливо ушли в сторону леса. Только тогда Алексей понял, что эта рыба была оставлена для него. Возможно, медведица заметила его скромный улов и решила отблагодарить за спасенного детеныша. Домой мужчина вернулся с неожиданно богатой добычей. Его жена Марина и маленький сын Петя очень удивились такому улову. Но самое удивительное произошло на следующий день. Когда Алексей снова пришел на реку, медведица с медвежонком опять появились на берегу. И снова мощными ударами лап она начала выбрасывать рыбу на берег. После этого медвежья семья спокойно уходила в лес, оставляя добычу человеку. Так продолжалось почти все лето и часть осени, до самых холодов, пока медведи не ушли в зимнюю спячку. Многие могут не поверить в такую историю, но в народе не зря говорят: добро редко остается без ответа. Ведь если бы тогда человек прошел мимо тонущего медвежонка, возможно, все сложилось бы совсем иначе. Иногда один небольшой поступок может изменить многое. И иногда благодарность приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь, из самой глубины дикой тайги.